В первой части видео я показала, как делаю расчеты для этого джемпера. В этой части я показываю, как оформляю низ основного полотна и рукавов, как делаю прибавки на рукаве, как закрываю подрезы и как соединяю рукава и основное полотно. Пряжа, которую я использую для вязания джемпера, называется Alize Angora Gold. Моток имеет 100 граммов. В 100 граммах 550 метров. В составе пряжи 80% акрила и 20% шерсти. Возможно, вас заинтересует номер цвета пряжи, который я использовала в джемпере. Это 114 номер. Для основного полотна, согласно моим расчетам, я набираю 216 петель. Для оформления низа изделия сначала использую спицы номер 3,5. Дальше перехожу на спицы номер 4 и вяжу 40 см до подрезов лицевой гладью спицами номер 4. Низ основного полотна этого джемпера и низ рукавов я обрабатываю одинаково. Разница только в количестве петель и в том, что рукава вяжутся с прибавками, а основное полотно без прибавок и убавок. Поэтому сейчас я покажу на примере рукава, как я делаю открытый наборный край и подгиб с рубчиком из изнаночных петель по краю. Начинаем вязать рукав. Сначала формируем открытый наборный край. Для данного способа набора, кроме спиц и основной пряжи, нам потребуется вспомогательная нить и крючок. Сначала мы при помощи крючка и вспомогательной нити делаем несколько воздушных петель. Дальше в левую руку я беру спицы номер 3,5, а в правой руке у меня находится крючок. Снизу завожу нить за спицу, а сверху крючком ее захватываю и формирую петлю. Опять завожу снизу нить за спицу, сверху крючком ее захватываю и формирую новую петлю. Повторяю эти действия до достижения 40 петель на спице. В конце крючком формирую несколько воздушных петель и отрезаю вспомогательную нить. Дальше я беру в работу основную пряжу, которой я вяжу джемпер, и вяжу первый ряд лицевыми петлями. Это будут петли открытого наборного края. Так как у меня рукава и основное полотно джемпера вяжутся по кругу, то я соединяю дальше вязание в круг. И вяжу еще 8 рядов лицевыми петлями. Дальше вяжем один круговой ряд изнаночными петлями. Это будет сгиб подворота. Затем еще 8 рядов лицевыми петлями.
Перед тем, как освободить петли наборного края от вспомогательной нити, я их перенесу на спицы. Поддеваю спицей каждую петлю. Когда все петли будут на спице, освобождаю их от вспомогательной нити. Цепочку, которая удерживает петли наборного края, начинаю распускать с конца. Складываем полотно изнаночной стороной вовнутрь. В следующем ряду провязываем по 2 петли вместе лицевой. Одна петля с одной спицы, вторая петля со второй спицы. Петли не перекручиваем. Вот такой подгиб у нас будет на рукавах и по низу джемпера. На спицах у меня 40 петель, согласно моим расчетам. Меняем номер спиц на 4 мм. Спицами 4 мм вяжу 2 ряда лицевыми петлями. В третьем ряду делаем 2 прибавки. Первая прибавка в начале кругового ряда, вторая прибавка в конце ряда. Начало и конец ряда можно обозначить маркером, а можно ориентироваться по кончику пряжи от начала вязания. Итак, вяжем первую лицевую петлю. Дальше делаем первую прибавку. Прибавки в этом джемпере я буду делать из протяжек. Набрасываю протяжку на левую спицу. Для первой прибавки это будет выглядеть так. Правая сторона, половина протяжки, то есть та, которая ведет к петле, расположенной справа, будет перед спицей, а левая сторона, которая ведет к петле, расположенной слева, будет за спицей. Провязываю протяжку лицевой. Дальше вяжу лицевыми петлями до последней петли. Перед последней петлей делаю вторую прибавку в этом ряду. Набрасываю протяжку на левую спицу. Для прибавки в конце ряда это выглядит так. Левая сторона протяжки, то есть та, которая ведет к петле, расположенной слева, будет перед спицей, а правая сторона
за спицей. Поддеваю правой спицей левую сторону протяжки и провязываю ее лицевой. Теперь провязываю последнюю петлю в этом ряду. Третий ряд с двумя прибавками провязан до конца. Дальше вяжу 5 рядов лицевыми петлями без прибавок. В каждом шестом ряду буду делать 2 прибавки, точно так же, как я делала прибавки в третьем ряду. Когда на спицах после последнего ряда с прибавками оказалось 84 петли, я провязала еще 5 рядов лицевыми петлями без прибавок. Теперь длина рукава достигла 46 сантиметров. Прекращаю вязать рукав. Второй рукав вяжу аналогичным способом. На подрезы на каждом рукаве оставляю по 14 петель, согласно расчетам, которые я сделала для своего размера. Сначала 7 петель, которые расположены справа от линии с прибавками, я перемещаю на левую спицу. Это мы делаем для того, чтобы линия с прибавками оказалась посередине подреза. Дальше при помощи крючка и вспомогательной нити временно закрываю 14 петель. Делаю несколько воздушных петель. Затем ввожу крючок в первую петлю на левой спице. Захватываю вспомогательную нить и формирую петлю на крючке. Сбрасываю петлю с левой спицы. Ввожу крючок во вторую петлю. Захватываю вспомогательную нить и протягиваю через петлю на левой спице и через петлю на крючке. Ввожу крючок в третью петлю, захватываю вспомогательную нить и протягиваю ее через петлю на левой спице и через петлю на крючке. Таким образом закрываю все 14 петель. В конце делаю несколько воздушных петель. На втором рукаве закрываю таким же образом 14 петель. На основном полотне по бокам также закрываю по 14 петель. При этом на спинке и на передней части между подрезами, согласно расчетам, должно остаться по 94 петли. А сейчас совмещаю подрез рукавов с подрезами основного полотна и перемещаю все части джемпера на одну пару спиц. Когда все части будут находиться на одной паре спиц, вяжу первый ряд, все петли лицевыми петлями. Отмечаю начало и конец ряда маркером. Он будет находиться на правой регланной линии спинки. Продолжаю вязать первый соединительный ряд лицевыми петлями до конца.